Шишковидная железа, расположенная в центре мозга, действительно напоминает глаз и часто описывается как атрофированный глаз, который когда-то мог видеть. Интересно, что если бы она действительно была электризованным глазом, то логично было бы ожидать, что она будет находиться на поверхности, чтобы лучше воспринимать свет. Глаз очень чувствителен к свету и напрямую реагирует на него. Когда свет попадает на сетчатку, он активирует определенные химические процессы в организме. Например, при отсутствии света вырабатывается мелатонин, который способствует сну. Если шишковидная железа действительно предназначена для восприятия света, то ее расположение под мозгом вызывает вопросы. Зачем иметь орган, который может чувствовать свет, если для этого уже существуют глаза? Однако, возможно, шишковидная железа связана не только с внешним светом, но и с внутренним. В китайской медицине уши рассматриваются как отражение всего тела, где каждая точка соответствует определенному органу. Таким образом, шишковидная железа может быть связана с внутренним светом и состоянием организма. В древние времена украшения не носили для красоты, а использовали в качестве инструментов для взаимодействия с природными силами. Эти практики показывают, что тело и его элементы играли важную роль в понимании и взаимодействии с окружающим миром. В китайской акупунктуре есть точка, называемая точкой внутреннего света. Если положить кристаллы или алмазы на эту точку, это активирует резонанс и помогает пробудить ваше внутреннее зрение. В древности жрицы использовали кристаллы в храмах для этой цели. Сегодня многие люди прокалывают уши, но это может быть очень опасно. Каждая точка на теле связана с определенным органом, и не зная, что вы прокалываете, можно нарушить работу органов. Древние египтяне и шумеры тоже использовали проколы и татуировки, но они делали это осознанно, выбирая правильные символы и места. Почему внутреннее зрение связано именно с этой точкой? Это связано с тем, что сердце – это центр жизненной энергии, где сосредоточено много крови. Сердце связано с огненной стихией, которая производит свет. Таким образом, существует мистическая связь между светом сердца, шишковидной железой и визуальным восприятием. Этот свет находится в гармонии с вашим внутренним зрением и имеет более высокий уровень энергии по сравнению с обычными цветами, которые вы видите. Вот почему в мистических опытах часто присутствуют световые эффекты. Когда вы медитируете или молитесь, иногда вы замечаете, что в вашем зрении появляется больше света. Это связано с взаимодействием между шишковидной железой и мозгом. Чтобы воспринимать реальность, ваши чувства должны работать, а ваше тело должно функционировать. Но что управляет вашим телом? Это не зависит от воспринимаемой вами реальности. Ваше сердце бьется, легкие работают, и все эти процессы происходят благодаря общим законам жизни. Вся Вселенная функционирует через вас, и именно так вы становитесь живым существом, создающим свою воспринимаемую реальность. Все ритмы вашего тела – это способы общения с окружающим миром. Ритм – это коммуникация. Вы общаетесь со всей Вселенной. Ваша жизнь связана с жизнью Вселенной. Законы, которые заставляют вас дышать и мыслить, исходят не из вашей воспринимаемой реальности, а из более глубоких, архетипических законов, которые существуют за ее пределами. Что касается света, который вы видите, он излучается Солнцем, но ваш мозг преобразует эту энергию в свет. Таким образом, вы производите свой собственный свет. Когда вы закрываете глаза и визуализируете что-то, эта картинка имеет цвета и свет, значит, вы создаете свой внутренний свет. Все ваши чувства формируются в мозге, и вы воспринимаете лишь небольшую часть реальности, всего около 5%. Если вы можете воспринимать только такую малую часть, как можно считать,
что вы понимаете всю реальность. Это невозможно. Когда вы создаете свою реальность, вы как проектор. В кинотеатре вы смотрите на экран и думаете, что фильм находится там. Но на самом деле фильм находится в проекторе. Вы можете думать, что реальность находится перед вами, потому что она проецируется на экран, но на самом деле она создается в вашем мозге. Чтобы почувствовать эту реальность как свою среду, вы должны проецировать ее наружу. Ваши чувства не просто хранят информацию. Они работают в обе стороны. Они активны как в восприятии, так и в проекции вашей реальности. Вы можете думать, что реальность находится снаружи, но на самом деле вы ее проецируете. Это похоже на проектор. Вы видите фильм на экране, но сам фильм находится в проекторе, и свет выводит его наружу. Таким образом, ваш мозг — это проектор, а фильм — это то, что вы проецируете. Процесс проекции и создания света требуют энергии. Если проектор работает долго, он нагревается. То же самое происходит и с вами. Восприятие реальности требует работы левого полушария мозга. Если вы перегружаете его, он перегревается. Поэтому вам нужно время для отдыха и восстановления, чтобы продолжать видеть и воспринимать реальность. Вы не можете долго удерживать свою реальность, потому что для этого требуется определенное количество энергии. Однако есть простые способы справиться с этим. Когда становится слишком напряженно, можно мечтать наяву. Это активирует другую часть мозга и помогает расслабиться. Если у человека много проблем, он часто начинает мечтать наяву, чтобы почувствовать облегчение. У многих людей это становится автоматическим процессом. Чем больше они испытывают напряжение, тем чаще убегают в мечты. Когда вы сосредотачиваетесь на реальности, это может создавать еще больший стресс. У меня есть проектор, и я создаю свою реальность, но не могу контролировать ее полностью. Я могу вмешиваться, ставя руку перед проектором или изменяя изображение, но это не дает мне полного контроля над происходящим. Представьте, что есть 100 проекторов, которые создают фильм. Что бы я ни делал с одним из них, это не повлияет на то, что показывается на экране. Даже если я закрою один проектор, фильм все равно будет продолжаться. Это похоже на музыкальный инструмент с одной струной. Если я ударю по струне, я могу остановить ее, и звук исчезнет. Но если у меня есть музыкальный инструмент с несколькими струнами, и я ударю по одной из них, остановив ее, звук не прекратится. Он будет резонировать. Таким образом, реальность становится осязаемой благодаря резонансу. Присутствие — это форма интерференции, и оно становится ощутимым благодаря резонансу. Мы можем влиять на части этой реальности, но не контролируем ее полностью. В конечном итоге это формирует нашу воспринимаемую реальность. Древние цивилизации использовали разнообразные методы для активации третьего глаза или шишковидной железы, веря, что это связано с интуицией, духовным восприятием и осознанием. Одним из самых распространенных способов была медитация и дыхательные практики. Например, в индийской и тибетской традициях медитация помогала сосредоточиться на внутреннем свете и углубить состояние сознания. А дыхательные техники, такие как пранаяма, открывают доступ к интуитивным знаниям. Тантрические и йогические практики также играли важную роль в активации третьего глаза. В индуизме и буддизме существовали специальные методы, направленные на активацию кундалини и открытие энергетических центров, в том числе третий глаз, которые включают асаны, мантры и визуализацию. Кроме того, древние цивилизации использовали кристаллы и минералы, такие как, например, аметист, чтобы усилить интуитивные способности. Считается, что определенные камни могут улучшать восприятие и защищать от негативной энергии. Символика и ритуалы также имели большое значение. Различные культуры
использовали символы, такие как глаз Гора в египетской мифологии, и проводили ритуалы, включающие танцы, музыку и жертвоприношения, чтобы изменить сознание и активировать духовные центры. Некоторые цивилизации прибегали к использованию психоактивных растений, таких как аюаска или пейотль, для изменения состояния сознания и доступа к глубинным уровням восприятия. Эти вещества помогали людям переживать мистические опыты и расширять сознание. Звуковые вибрации также играли важную роль. Использование мантр и певческих практик считалось мощным инструментом для настройки на высокие частоты и открытия сознания. Наконец, астрономия и астрология были неотъемлемой частью этих практик. Древние цивилизации связывали активацию третьего глаза с астрономическими событиями, такими как затмение или движение планет, веря, что эти события могут влиять на сознание и духовное развитие. Таким образом, древние люди формировали свою реальность, используя внутренние и внешние инструменты для расширения сознания и понимания своего места в мире. Но что насчет современного человека? Шишковидная железа, третий глаз, и энергетические центры, чакры, всегда открыты в определенной степени и активируются в зависимости от потребностей, действий и эмоционального состояния человека. Наше восприятие и внутреннее состояние влияют на работу этих центров. Вот несколько примеров, как различные чакры и третий глаз могут быть активированы в зависимости от действий и чувств. Третий глаз или аджна-чакра ассоциируется с интуицией, внутренним видением и осознанием. Он может быть активирован во время медитации, визуализации или глубокого размышления. Когда мы настраиваемся на свои внутренние чувства или интуитивные знания, третий глаз открывается, позволяя нам получить доступ к более глубоким уровням понимания. Интуитивные озарения действительно могут быть показателем активности третьего глаза или шишковидной железы. Когда мы испытываем сильное чувство интуиции или внутреннего видения, это свидетельствует о том, что третий глаз открыт и функционирует. Интуитивное восприятие часто проявляется, когда мы принимаем решения без логического обоснования. В такие моменты третий глаз активен, позволяя нам воспринимать информацию на более глубоком уровне. Также во время медитации или в моменты глубокого сосредоточения мы можем получать яркие образы или видения, что связано с работой третьего глаза, который помогает нам видеть то, что недоступно обычному восприятию. Иногда мы просто знаем что-то, не имея явных доказательств. Это чувство знания может быть результатом активации третьего глаза, который открывает доступ к интуитивным знаниям. Кроме того, когда мы находимся в состоянии потока, выполняя творческую деятельность или решая задачи, третий глаз может быть активирован, позволяя нам действовать интуитивно и эффективно. Это особое состояние, которое наверняка испытывал каждый из нас. Творческая сила, движущая миром. Это действительно особое состояние, которое многие из нас испытывают в моменты творчества или нахождения в состоянии потока. Это состояние, когда мы полностью погружены в процесс, и время, кажется, останавливается. В такие моменты мы чувствуем, как творческая сила наполняет нас, позволяя нам создавать, выражать себя и достигать высоких результатов. Состояние потока характеризуется полным сосредоточением, ясностью ума и ощущением, что мы находимся в гармонии с самим собой и окружающим миром. Это состояние может возникать в различных видах деятельности, от искусства и музыки до спорта и научных исследований. Когда мы находимся в этом состоянии, мы часто испытываем прилив вдохновения и идей, которые кажутся естественными и интуитивными. Это может быть связано с активацией третьего глаза,
который открывает доступ к внутренним ресурсам и позволяет нам видеть вещи с новой перспективы. Творческая сила, движущая миром, проявляется в каждом из нас, и способность войти в это состояние – это дар, который мы можем развивать и культивировать. Это позволяет нам не только создавать, но и глубже понимать себя и окружающий мир, открывая новые горизонты и возможности. Таким образом, активность третьего глаза напрямую связана с интуитивными способностями, и моменты интуитивного восприятия могут служить индикаторами его открытия. Давайте посмотрим также, когда мы находимся в состоянии выраженного открытия других энергетических центров. Горловая чакра, вишудха, связана с самовыражением и коммуникацией. Она открывается, когда мы говорим, поем или делимся своими мыслями и чувствами. Например, во время публичного выступления или пения, когда мы выражаем свои эмоции, вишудха активируется, позволяя нам более свободно общаться. Сердечная чакра, анахата, отвечает за любовь, сострадание и эмоциональную связь с другими. Она открывается, когда мы испытываем любовь, заботу или сострадание. Например, при взаимодействии с близкими или в моменты глубоких эмоциональных переживаний, таких как радость или печаль. Сердечная чакра активируется, позволяя нам чувствовать связь с окружающими. Солнечное сплетение, манипура, связано с личной силой, уверенностью и волей. Она открывается, когда мы принимаем решения, проявляем инициативу или действуем с уверенностью. Например, в ситуациях, требующих лидерства или принятия важных решений, манипура активируется, позволяя нам проявлять нашу силу и уверенность. Сакральная чакра, свадхистхана, отвечает за творчество, сексуальность и эмоции. Она активируется, когда мы занимаемся творческой деятельностью, выражаем свои желания или испытываем эмоциональные переживания. Например, во время занятия искусством, танцами или в романтических отношениях свадхистхана открывается, позволяя нам чувствовать и выражать нашу творческую энергию. Корневая чакра, муладхара, связана с основой, стабильностью и выживанием. Она активируется, когда мы чувствуем себя в безопасности и защищенности. Например, в моменты, когда мы находимся в безопасной обстановке или занимаемся физической активностью, муладхара открывается, обеспечивая нам ощущение стабильности и уверенности в себе. Работа шишковидной железы и чакр действительно может изменяться в зависимости от наших действий, эмоций и переживаний. Это взаимодействие подчеркивает важность осознанности и понимания своих внутренних состояний для гармоничного существования. Вопрос о том, нужно ли нам в повседневной жизни стремиться к специальной активации этих центров, является интересным. На самом деле, наблюдение за собой и осознавание своих мыслей и ощущений может быть весьма эффективным методом для поддержания гармонии и баланса. Не обязательно прибегать к длительным практикам или специальным техникам, чтобы активировать чакры или шишковидную железу. Простые моменты осознанности, такие как внимание к своему дыханию, чувствах и эмоциональным реакциям, могут помочь нам лучше понимать себя и свои потребности. Это позволяет нам интуитивно настраиваться на свое внутреннее состояние и находить гармонию без дополнительных усилий. Осознанность и самонаблюдение могут стать естественными способами активации этих энергетических центров, делая процесс более автоматичным и органичным. В действительности, в системе чакр существует множество более мелких энергетических центров, помимо основных 7. Эти чакры могут быть связаны с различными аспектами нашей жизни и состояния.
Например, мы можем ощущать тепло или силу в конечностях, что свидетельствует о том, что энергия активно циркулирует в нашем теле. Когда мы чувствуем, как потоки энергии выходят или входят в руки и ноги, это может указывать на активность чакр, расположенных в этих областях. Например, ладони часто ассоциируются с энергией, которую мы можем передавать или принимать, что объясняет, почему многие практики, такие как рейки или цигун, используют руки для передачи энергии. Также в моменты глубокого сосредоточения, медитации или физической активности мы можем ощущать усиление энергии в определенных участках тела. Это связано с тем, что чакры активируются и начинают работать более эффективно, позволяя энергии свободно течь. Важно помнить, что каждый человек уникален, и восприятие энергии может варьироваться. Наблюдение за своими ощущениями и осознавание своих энергетических потоков может помочь нам лучше понять, как работают наши чакры и как мы можем использовать эту энергию для улучшения своего физического и эмоционального состояния. Главное – это желание понимать себя и работать над своим внутренним состоянием. Друзья, если вы хотели бы узнать о древнем методе активации третьего глаза для изменения восприятия реальности, раскрыть его историческое значение и узнать технику визуализации для достижения интеллектуальной реализации, то напишите нам в комментах, и мы подготовим такое видео.